Привет всем! Сегодня поведем рассказ о повторных матчах 1/8 финала в Лиге Чемпионов. Здесь уже определены 4 участника четвертьфинала. Боруссия отправилась на свидание с ПСЖ, которое, это было известно заранее, пройдет без зрителей. Первый матч, кто забыл, закончился в пользу немецкого клуба 2-1. Стоит сказать, что эта игра крайне важна для парижан. Пари Сен-Жермен регулярно испытывает на этой стадии проблемы, а также в случае очередной неудачи полетит голова с плеч Томаса Тухеля. Тренер всерьез может уйти в отставку. Но его команда не подвела, выиграла ответную игру 2-0 и успешно впервые за 4 сезона преодолела стадию 1/8. А сейчас нужно будет напрячься, ведь пошла статистика. Представьте, парижане забивают на протяжении 32 матчей подряд в этом турнире. Боруссия до этого никогда в истории не уступала в очных встречах ПСЖ. Ребята Люсьена Фавра прерывают серию из 5 побед к ряду в различных турнирах. Последний раз их наказывал в феврале Байер. Неймар отметился в 2 встречах. Особенно напряженными были последние минуты, когда арбитр выдал 1 красную и 4 желтые карточки, одна из которых была показана игроку замены Ди Марии. ПСЖ увеличил свою победную серию до 4 матчей подряд. Команда мега результативна. В этих встречах они забили 15 голов, а пропустили 4. Ливерпуль принимал Атлетико, чемпиону прошлого сезона необходимо было ликвидировать фору мадридца в 1 мяч, которую те заимели после первой встречи. Кроме того, красным нужно было доказать своим поклонникам, что у них все в порядке. Ведь за последние 5 встреч клоповцы уступили трижды. Вейналдум переводит игру в экстра-таймы, где более приспособленным оказался испанский коллектив. Дважды отметился Лоренто, также на его счету голевая передача. По сумме 2 игр 4-2. Чемпион складывает в себя полномочия. Ливерпуль так редко уступает на Энфилде, что последнее поражение на родном стадионе произошло еще 1,5 года назад от Челси. Кто же знал, что Атлетико не проигрывает в Англии уже 5 выездов подряд? Трудно поверить, но за 8 очных игр Ливерпуль только 1 раз в истории одолел и обыграл атлетов. Представляем сейчас обзор результатов и статистику матчей вторника, а потом подведем итог. Кто бы мог представить, что черно-синие в каждой игре забьют оранжевым по 4 мяча, 5 из которых будут на счету одного игрока. Вспомним, что после первого свидания преимущество было у итальянцев 4-1. Аталанта приехала в Испанию, увидела и увеличила свою серию до 8 матчей без поражений в различных турнирах. Тяжело было мечтать о реванше Валенсии после того, как Йосип Иличич на 3-й минуте реализовал пенальти. Впоследствии он оформил покер. В этом году на счету словенца уже 14 мячей. У хозяев поля дважды отличился Гомера, который последний раз забивал 2 мяча в одной игре еще 3 месяца назад в ворота Леванте в чемпионате Испании. По сумме 2 матчей 8-4 в пользу Аталанты, которая узнает своего будущего соперника только 20 марта. Испания теряет второй клуб в Еврокубках. Даже не знаю, выиграет ли турнир от того, что в 1/4 финала вышел такой маленький клуб. Еще несколько слов про Аталанту. За свой успешный 8-матчевый отрезок она вынесла со счетом 7-2 Лече, 7-0 Торино и 6-3 Радомяк в товарищеской игре. Лейпциг имел преимущество над Тоттенхэмом в 1 гол после первого матча. Его автором был Вернер. В ответной игре Тима забил также, но его мяч не засчитали. Немцы лишили зрителей интриги, ведь к 21-й минуте за счет дубля капитана Забицера вели 2-0. Вторая в истории встреча этих команд заканчивается в пользу молодого Лейпцига 3-0. Команда Нагельсмана не уступает уже 7 встреч подряд, 4 победы и 3 ничьи. А Тоттенхэм отвергает Мауриньо словно организм и народное тело. Почему? Потому что лондонский клуб уже 6 игр идет без побед и покидает данный турнир. Прискорбно. 4-0 в пользу 2 встреч. Подводим итог этих дней, смотрим бомбардиров, ассистентов и распасовщиков. Поздравляем Аталанту, Лейпциг, Атлетико и ПСЖ. Англия теряет 3-ю команду в Еврокубках. Впервые за 3 года Ливерпуль не добрался до финала, а Атлетико после такой успешной игры желаем дойти, по-моему, в их 4-й уже финал. Меня в прошлом ролике поправляли, что Лейпциг уже играл в 1/4 финала. Не совсем так. Клуб впервые вышел в эту стадию Лиги Чемпионов. До этого команда выступала в четвертьфинале 2018 года в Лиге Европы. Итак, эти клубы ждут 20 марта. В пятницу состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов на спортивном. Левандовский остается лучшим среди бомбардиров. Стоит выделить и Холланда, у него на 1 мяч меньше. Зиш, который выступает
выступал в Аяксе, успел в Лиге Чемпионов раздать 5 голевых передач, что позволяет ему до сих пор держаться на первом месте. Остается в 1/8 финала провести еще 4 игры. Реал в ответной игре 17 марта с Манчестер Сити необходимо забивать 2 мяча, чтобы рассчитывать на дальнейший проход. В этот же день Лион будет стараться удержать минимальное преимущество, добытое в первой игре с Ювентусом. 18 марта Бавария, которая почти решила свои проблемы в матче с Челси, будет стараться показывать красивую игру. В прошлом ролике мы рассказывали, что это преимущество Баварии отразилось на букмекерах, которые перестали давать коэффициенты на проход этого клуба. Наполи и Барса свели первый матч в ничью. Испанцы могут преподнести сюрприз, но на своем поле они играют очень надежно. Будем надеяться, что этот матч не отменят. Какие шансы у команд в Лиге Европы на проход в следующий этап и кто фаворит соревнований? Сейчас появятся рекомендованные видео. Лайк, если было интересно, подписывайтесь, если канал понравился. Услышимся на спортивном.